Всем доброй ночи. Друзья мои, не секрет, что я уже целый месяц чем-то посвятила своему народу. Я считаю, что каждый человек обязан и должен делать во имя своей Родины все, что может. И во имя той страны, где живет, и во имя той страны, откуда его корни. Так вот, мои корни армянские. И я думаю, что уже все это поняли и знают. Я очень болею за свой народ. И я считаю, что помочь своему народу ведовством тоже совершенно не маленькая помощь, поверьте мне. Хочу вам сказать, что я почти месяц, чуть больше месяца, в принципе, почти каждый день, наряду со своими работами, которые я беру, я отдаю часть своей силы на определенные ритуалы для того, чтобы усилить тот процесс, который пошел. Хочу вам сказать, что это очень болезненный для меня процесс, потому что очень тяжело одной это делать. Если бы, знаете, был такой шабаш ведьм, которые, объединившись, утопили когда-то корабли английского короля, то, конечно, мне бы намного легче это далось. Я не знаю, кто-либо еще это делает, не могу я сказать. Хочу сказать, что я прочувствовала силу некоторых людей, которые тоже очень заинтересованы, и которые тоже знают древних богов и поклоняются им. Но, скорее всего, их работа была в виде просьбы, мольбы к богам Армении, армянского народа. Моя работа состояла именно в ритуалах. Вы знаете, может быть, это звучит для кого-то несерьезно, но я хочу вам сказать, что я скидывала своим друзьям, что я делаю ритуалы во имя Армении. Я хочу освобождения своей родины от этой кровавой тирании, от этой гадости, которая там собралась. И не стесняюсь, и не боюсь этого, и пусть попробует кто-нибудь мне слово скажет. И вот когда я начала говорить об этом, через буквально неделю с чем-то начались вот эти все сдвиги, начался этот процесс. Естественно, не моя это заслуга. Это давно назревало, должно было начаться. Может быть, я каким-то образом, может, явилась толчком к этому всему. Может, как-то я мизерно какой-то каплей, да, помогла, внесла свою маленькую-маленькую лепту в это общее дело освобождения Родины от дерьма. И последние события, когда я, естественно, слежу за этим всем, я уже отдала последние силы, можно сказать, на эту работу. Восстановилась. Понимаете как? Когда ты воздействуешь с огромным количеством силы, которая сопротивляется тебе, которая к тебе как бы расположена вражески. Вы поймите, когда ты берешься за определенную личность, которая очень известна, есть те, у которых есть свои интересы, связанные с этой личностью, их энергии, их желаний, они связывают с ним очень много своих планов, да? Значит, вот их энергия, их постоянные мысли, это укрепляет этого человека, не дает ему уйти из власти. Когда ты взаимодействуешь с энергией своего народа, ты генетически связана с этим народом, но народ образуется из разных генофонов, из разных поколений и так далее. Кто-то принадлежит одному эгрегору, кто-то другому. Это очень тяжело. Это объяснить потом как-нибудь я вам объясню, что это такое. Но огромный поток энергии, силы просто рушится на тебя. И я хочу вам сказать, что я жутко заболела. Правда, это продлилось несколько дней. И я поняла, что у меня забрали очень большую силу.
И, с одной стороны, меня это обрадовало, потому что я поняла, что если силу взяли, если откуп мой приняли, значит, начнется процесс. Я очень надеюсь, что в скором времени это закончится. Кто-то снимал, фотографировал, оставлял в истории этот момент. Кто-то ходил на этот митинг и перекрывал эту дорогу, кто-то боролся с этим мусором, кто-то освещал это все, кто-то открывал глаза людям на то, что там на самом деле происходит, кто-то ритуалил, кто-то молился, но общими усилиями весь народ, каждый, что мог и как мог, помогал этому делу. Я говорила, что когда чучело диктаторов выносят, сжигают на площадях, да, это какого-то рода, можно сказать, ритуал, причем ритуал вуду. Самое интересное, что колдуны тоже, делая куклу вуду, туда прилепляют фотографию человека, ну, может быть, волосы, насколько возможно, привязывают к этому, вольт к этой личности. И вот сжигание портретов, сжигание чучела, похоронные какие-то процессы, которые устраивают. Может, со стороны кажется нелепицей, но в сознании человека, архисознание, да, там, где подсознание осталось, даже забыв о том, что это ритуалы магии, это ритуалы древних жрецов, мы эти ритуалы повторяем. Мы демонстративно сжигаем портрет, рвем, демонстративно чучело лепим, сжигаем на площади. Мы демонстративно делаем какие-то обряды похорон, как бы хороним человека, как бы выражаем свою ненависть к нему, да. И вот эта демонстрация, это как, некий ритуал на самом деле. И вот представьте, вот эта всенародная ненависть, которая идет к этому чучелу, к этой фотографии, насколько сильно поганит судьбу этого человека. Вот не зря же говорят, да, 7 поколений ответите, там проклинают человека за его деяния, потом дети платят. Это именно вот эта волна ненависти народной, которая совершает некий ритуал мести. Для нас это стало, как бы сказать, демонстрацией протеста, демонстрации. Там. Мы воспринимаем это как просто народный гнев. А на самом деле это ритуал. Причем это зловещий ритуал, черный ритуал, который совершает народ для того, чтобы уничтожить того, кто его угнетает. Я человек вне политики, я стараюсь вообще не говорить о политике, хотя я отлично разбираюсь в ней. Я очень хорошо в ней разбираюсь. Когда-то мне предлагали быть политологом. Но я предпочитаю быть историком и ведьмой. Это намного приятнее и чище профессии, потому что политика очень сильно портит людей и поганит. Там невозможно быть честными, там нужно и хитрить, там нужно и юлить, и обманывать, и все что угодно. Ну вот такова политика, увы. Поэтому политиков сравнивают с древними профессионалами, да, знаете кого. Не буду называть, сами догадаетесь. Вчера я посмотрела завершающий этап всего этого действия. Случится следующее. Человек, если его так можно назвать, в кавычках, ждал помощи от большого государства, не получил эту помощь. Он начинает отступать. Вокруг него окружение в спешке собирает свои счета банковские. Ну, не зря же я пророчила ему судьбу Чаушенко, если он не поумнеет. Так вот, быстрыми темпами начали собирать эти все банковские счета, значит, и прочее. Окружение вот это вот гиен пытается всеми силами спасти все, что возможно, спасти из огромного награбленного богатства. Если кто не понял, речь идет об Армении. Я сегодня хочу призвать древнего бога армян Ваагна. Его называют драконоборец. Дорогие друзья, я сегодня покажу этот ритуал во имя Армении. Но этот ритуал для практиков – это очень, скажем так, ценный ритуал. Если вы хотите помочь семье, роду преодолеть определенную трудность, бороться, чтобы они были под покровительством бога войны,
Бога, дарующего доблесть, победу, а именно Бога Ваагна, то вы можете провести этот ритуал для всей семьи. Если люди далеко от вас находятся, вам придется самим это делать. Да? Если люди рядом, то можете провести в их присутствии. Для этого на алтаре должно быть много огня. Если вы найдете статую или распечатаете с интернета изображение Бога Ваагна, будет прекрасно. Если нет, то можно обойтись без этого. Вам нужен будет нож ритуальный. Я сейчас не положила здесь, потому что я уже определенные действия совершила. Вам нужны будут красные, черные свечи для поддержания огня, поскольку он еще назывался Богом огня. Красное вино. Нужно в красное вино перемешать свою кровь. Я это уже сделала. Вот у меня порез на пальце. Вот. Поскольку я сейчас этого делать не буду, да, перед экраном, я считаю, что у меня очень много кровавых всяких ритуалов, но я стараюсь выбрать из них самые такие, знаете, чтобы пощадить психику людей. Все остальные у меня, в принципе, в книгах. Те, которые я не выставляю, не показываю, те, которые нельзя показывать. Так что, конечно, в магии очень много связано с кровью, с кровной жертвой, да, своей кровью и так далее. Ну и связано с животными, что не очень правильно, неэтично показывать. Поэтому я, естественно, это не показываю. Вот. Нужно в вино, кровь, то есть перемешать с вином и поставить ему. Огонь, черный алтарь. Я сначала прочитаю древнее песнопение, древнее восхваление его на русском языке, потом на армянском языке, потом я начитаю просьбу на русском языке, призыв, потом на армянском. Еще раз повторяюсь, что практикам этот ритуал будет нужен, если доблесть, сила нужна им в борьбе в данный момент, потому что стать любимцем, стать под покровительством Бога войны и победы, это дорогого стоит. Если эта победа нужна человеку, если эта победа нужна роду, семье и так далее, вы можете для них провести этот ритуал. Если они рядом с вами, капать их кровь, вино перемешать. Если нет, то свою кровь перемешать с вином, открыть алтарь. Вино это после оставляется до утра. После того, как все получилось, вы должны отнести красное вино, естественно, открыть, выплеснуть немного, под дерево, на перекресток леса. Вы должны отнести туда мясо с кровью, черный хлеб, сушеные фрукты. Оставить и уйти. Это откуп его духом, его силам. Итак. Древнее песнопение, от этого песнопения веет силой. Потому что этому песнопению более 4000 лет. Но, естественно, передавалось из уст в уста. Летописцы это, значит, друг у друга переписывали, и дошло до наших дней. Երկներ երկիրն, երկներ երկիր, երկներ եւ ծովուն ծիրանի, երկն ի ծովուն ուներ եւ զկարմիրն եղեգնիկ, ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ, ընդ եղեգան փող բոց ելաներ, եւ ի բոցին վազեր խարտյաշ պատանիկիկ, նահուր հերուներ եւ բոցուներ մորույս եւ աչկունքն էին արեգակունք. А теперь на русском, русский вариант. Небеса и земля были в муках родин. Море багрянец был в страдании родин. Из воды возник алый тростник. Из горла его дым возник. Из горла его
Пламень возник, из того огня младенец возник, и были его волосы из огня, была и у него борода из огня, и как солнце был прекрасен его лик. Далее просьба к нему. Читать нужно 7 раз просьбу к нему. Я прочитаю 1 раз, естественно, отдельно я сделаю больше. И посмотрим, какой результат даст этот ритуал. Потому что я очень много сил отдала этим работам. Надеюсь, что они увенчаются успехом. Да, еще хочу сказать, что много смелости нужно, чтобы браться за такие дела. Потому что, поверьте, мне идет такой удар, такая сила энергии. Очень тяжело. Очень тяжело брать вот такую, знаете, себе, как бы сказать, ставить такую вершину и брать эту вершину. Потом я подробно объясню, почему это очень тяжело и почему нужно рассчитывать на свои силы. Человек может умереть даже. Может, эта энергия, эта энергетика народной волны, ненависти, любви, все вперемешку раздавить тебя. Ты можешь заработать страшную болезнь. Я просто смелый человек, поэтому путем методов, скажем, пробы и ошибок я такие вещи творю и творила. Первое время платила за это очень жестоко, но потом научилась как бы противостоять и ставить себе заслон, барьер, и поэтому обходилась. Начнем. О Вааген, драконоборец, приди, приди, приди на мой зов, отзовись. О великий Бог, дарующий силу, храбрость и победу, восстань. О восстань, повелитель силы и мужества, я прошу твоей помощи. Подсоби моему народу и моей родине в час судьбоносный. Подари силу, подари доблесть, подари победу над врагом. Отведи беду, веди противника путем смертной тьмы. Запутай его, казни его удачу, венчай нас победой. О Вааган, драконоборец, о воин древний, о непобедимый, приди на мой зов. Дай силу непобедимую, доблесть в бою справедливым. Дай нам отсечь голову дракона во славу твою и во славу рода своего. На армянском языке. О Вааган вишапаках, ласир, լսիր, լսիր իմ ձայնը, հայտնվիր այս պահին, ու մեծն Աստված, կորովաբաշխության, նվիրող քաջություն, հաղթանակ, ու ելիր, ով տիրակալ ուժի և արիության, ես խնդրում եմ քեզանից օգնություն, ուժ և կորով ազգին հայոց և հայրենիքիս. Ժամին այս ճակատագրական, նվիրիր ուժ, նվիրիր արիություն, նվիրիր հաղթանակ, թշնամու դեմ. Տար մեզանից ամեն փորձանք հեռու, թշնամուն տար ճամփով մութ և սև. Խառնիր նրա միտքը, գլխատիր նրա հաջողությունը, մեզ հաղթանակ պարգևիր, պսակիր մեզ հաղթանակի հետ. Ո Վահագն վիշապաքաղ, ո հին ռազմիկ, անկոտրում, եկ, արի իմ կանչին, տուր անհաղթ ուժ, արիություն, կռվի դաշտում, հանուն արդարության, տուր ուժ մեզ գլխատելու վիշապին, հանուն ազգիս հայոց, ազնվազարմ, և հանուն հողին հայոց. Թող այդպես լինի. Оставляйте вино, тушите свечи и откупайтесь, как я научила. И да помогут нам, и да помогут моей родине, боги армян. Они должны помочь. На новых богов и новую религию мало надежды.
Но древние боги армян во имя своих жрецов, во имя тех, кто еще их помнит, призывает, уважает и чтит, должны помочь армянскому народу и армянской земле. Я надеюсь, что в ближайшее время все разрешится, все закончится. Закончится эта тирания, эта тьма. И моя страна, как и раньше, будет процветать, подниматься и усиливаться. Да будет так. Всем удачи.